Друзья, всем привет и отличного самочувствия. В этом видео хочу высказать свою позицию о взаимосвязи проблем мышцы и фасции и поражением сустава. В комментариях под моими видео вы часто спрашиваете: Сергей, помоги, подскажи упражнения, помоги найти причину при проблемах с коленным суставом, с голеностопом, с плечевым, с тазобедренным и так далее. В этом видео я постараюсь простым и доступным языком обозначить свое видение данной проблематики. Если вы придете в поликлинику к врачу с болью в суставе, то, скорее всего, вам будут назначена гиалуроновая кислота внутрь сустава, обезболивающие препараты и хондропротекторы. И про мышцы и фасции не каждый доктор, скорее всего, единичный доктор вам расскажет, покажет и даст понять первопричину возникновения вашей проблемы. Так вот, если заниматься лечением не первопричины проблемы, то гиалуроновая кислота, сколько бы вы ее ни загоняли в сустав, она будет носить временный эффект, и в результате, к сожалению, сустав все равно будет страдать. Представим себе, что вот эта резиночка — это мышца. Она может быть в трех состояниях. Нормальный тонус мышцы, одна длина. Мышца в расслабленном состоянии, когда она либо детренирована, либо антагонист очень сильно перенапряжен. И укороченная мышца, которая находится в гипертонусе. Так вот, если мышца находится в гипертонусе и поражена триггерными точками, а также имеется дисфункция, то есть проблемы с фасцией, покрывающей ее и группу родственных мышц, то будет наблюдаться передача более интенсивной, чем требуется нагрузки, на поверхность сустава, неважно какой это сустав, тазобедренный, сустав между позвонками, коленный и так далее. Хочу сразу говорить очень важный момент. Конечно, все не нужно скидывать на миофасциальный болевой синдром. Всегда нужно при проблемах комплексно обследоваться, потому что суставы могут болеть не только при миофасциальном болевом синдроме, но и при инфекционных патологиях, опухолях и так далее. Поэтому комплексное обследование — это первый пункт, который нужно выполнить. И если вы исключили все серьезные патологии, то тогда с очень большой вероятностью проблема кроется в мышцах и фасциях. Хочу показать вам на примере скелета проблемы, которые возникают с тазобедренным суставом при поражении различных мышц. Проведем детальный анализ мышц, которые одним концом прикрепляются к тазовым костям, а другим своим концом прикрепляются к бедренной кости, либо костям голени. Посмотрим на малую ягодичную мышцу, среднюю, большую ягодичную мышцу. Все они одним своим концом прикрепляются к подвздошной кости, а другим концом к бедренной. И, соответственно, если они будут в напряжении, то тазобедренный сустав будет ощущать избыточную нагрузку по этой линии. Мышцы, осуществляющие наружную ротацию бедра в тазобедренном суставе, грушевидная и более мелкие мышцы, также могут вносить свой вклад в поражение тазобедренного сустава и будут оказывать избыточную нагрузку по данной линии. Обратите свое внимание также на длинную головку двуглавой мышцы бедра, которая крепится одним своим концом к седалищной кости, а другой к малоберцовой кости, и передает также избыточную нагрузку на область тазобедренного сустава. Полуперепончатая мышца, полусухожильная мышца. Все они также могут вносить свой вклад в поражение тазобедренного сустава. Обратите свое внимание также на места прикрепления напрягателя широкой фасции, портняжной мышцы, прямой мышцы бедра и подвздошно-поясничной мышцы. Все они одним концом крепятся к бедренной кости, другим своим концом к другому анатомическому участку. Мышцы, находящиеся на внутренней поверхности бедра, короткая приводящая мышца, длинная приводящая мышца, большая приводящая мышца, тонкая мышца и гребенчатая мышца будут оказывать избыточную нагрузку на тазобедренный сустав по этому направлению. То есть, если одна мышца или целая группа мышц, что бывает чаще всего, находится в хроническом спазме, то область тазобедренного сустава подвергается критической избыточной нагрузке на протяжении 24 часов. Соответственно, там нарушается микроциркуляция, обмен веществ, и суставные хрящи изнашиваются намного быстрее, чем в обычном естественном состоянии.
Поэтому, когда у меня спрашивают: Сергей, посоветуй, что мне делать при боли в области сустава, я всегда говорю: начинайте заниматься срочно мышцами и фасциями. Чем раньше вы начнете работу в этом направлении, тем больше шансов, что вы спасете свои суставы. Что я могу порекомендовать в данном вопросе? Лечение заключается в двух направлениях. Первое направление – это устранение и инактивация триггерных точек в мышцах и восстановление функции фасции с последующим улучшением микроциркуляции в пораженной области. Для этого можно использовать миофасциальный релиз, можете посмотреть видео в этом плейлисте, и после воздействия миофасциальными техниками необходимо вытягивать пораженные мышцы. То есть вытягивать мышцу достаточно просто. Если это приводящая группа мышц бедра, то упражнения, в которых будет происходить отведение бедра, будет ее тянуть. Если это задняя группа мышц бедра, то все упражнения, в которых будет осуществляться сгибания в тазобедренном суставе, будут натягивать заднюю поверхность бедра. Если это подвздошно-поясничная мышца и передняя поверхность бедра, то все упражнения, при которых будет осуществляться разгибание в тазобедренном суставе, будут протягивать данные мышцы. Здесь в этом все просто. Но избавление от триггерных точек в мышцах – это всего лишь полправды. Настоящая правда заключается в том, что если вы не восстановите нормальные параметры биомеханики своего тела, а я имею в виду правильную осанку, правильное положение во время сидения, правильная постановка стопы во время ходьбы, правильный шаг, необходимый объем активных движений в течение дня, рациональное использование упражнений по вытяжению мышц, то вы будете устранять триггерные точки на протяжении очень длительного времени, и они будут постепенно возвращаться. Потому что хроническое укорочение мышцы напрямую связано с тем, как вы владеете своим телом в процессе своей жизнедеятельности. И это второй момент в лечении, который я считаю самым важным. Если вы не смотрели мое видео про правильную осанку, можете тоже посмотреть здесь. В будущем я буду выпускать ролики о том, как правильно сидеть, как правильно ходить, поэтому подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте колокольчик. Надеюсь, вам это видео оказалось полезным. Пишите свои комментарии под этим видео. Я запускаю рубрику ответов на комментарии. Самые интересные, самые, на мой взгляд, полезные для большого круга зрителей я буду озвучивать и давать подробные, исчерпывающие рекомендации по конкретным вопросам. Желаю вам отличного самочувствия. До встречи в новых видео и будьте здоровы. Пока.